Доброе утро, Стоп-Гейм! Всем, кто завтракает, приятного аппетита! В эфире Инфакт. NetEase анонсировала Marvel Rivals, очередной командный мультиплеерный шутер в духе Overwatch. Из необычного — пул героев из вселенных Людей Икс, Мстителей, Стражей Галактики и других франшиз Marvel. Присутствуют элементы разрушаемости, а герои могут связываться в особые комбинации в зависимости от сетапа команды. Например, Ракета может залезть на спину Грута, а Халк кооперируется с Железным Человеком. Остальное очень обычное. PvP 6 на 6 со стремительным геймплеем, регулярные обновления, бесплатная модель распространения и уверение создателей в том, что это самый амбициозный проект компании. По сюжету два Доктора Дума из разных таймлайнов поссорились и устроили махач. Из-за этого супергерои и суперзлодеи были вынуждены присоединиться к сражению, чтобы не дать ни одному из Думов захватить власть. Всех впечатленных описанием игры разработчики приглашают поучаствовать в закрытом альфа-тестировании, которое пройдет в мае. Записаться на него можно по ссылке в новости на сайте. Текстовый перевод Marvel Rivals на русский, кстати, заявлен. Великий Фил Спенсер высказался о состоянии игровой индустрии в недавнем разговоре с изданием Polygon. Руководитель Xbox в очередной раз напомнил, что производство игр — занятие не из дешевых, и с каждым годом оно становится все более и более затратным. Стоимость современной AAA игры может доходить до $300 миллионов. Эти раздутые бюджеты можно отбить двумя способами. Либо расширять базу потенциальных покупателей, так сказать, новой кровью, либо заходить на территорию конкурентов и пытаться продавать свои игры там. Майки пробуют оба варианта. С помощью облачного гейминга мелкомягкие хотят заманить мобильных геймеров в ряды фанатов Quadruple A тайтлов, а выпуская свои эксклюзивы на Switch и PS5, открывают новую для себя аудиторию на консолях конкурентов. Что касается продаж самого Xbox, то за последний год, по словам Спенсера, рынок не вырос. Устройства-то продаются, но покупают их те же люди, что уже являются частью комьюнити. Эти игроки просто переходят на новое поколение консолей, а это не очень способствует увеличению продаж игр. Фил отметил, что все решения команды Бокса, в том числе портирование экзов на другие платформы, направлены на развитие бренда. Правда, по реакции аудитории консолей это было не особо заметно. Многие игроки разочаровались в политике компании и начали активно высказывать свое несогласие с выпуском игр на других платформах. Тем не менее, как выразился Спенсер, это не означает, что все будут согласны с каждым принимаемым нами решением. Ну, вы понимаете. Мнение фанатов для нас очень, конечно, важно, но мы и без вас разберемся, как со своими играми распоряжаться. Еще властелин Xbox намекнул, что если Epic Games или какая-нибудь другая компания захочет открыть собственный магазин на его консоли, он будет рад эти предложения обсудить. Получается, ПК наконец потеряет свой главный эксклюзив. Гора ярлыков с разными магазинами подползает к приставкам. Вы помните про X-Defiant? Нет? А вот Том Хендерсон помнит. Известный инсайдер уже приносил инфу о текущем состоянии шутера от Ubisoft. Теперь он рассказал, как французы планируют поддерживать игру после релиза. Сезоны собираются выстраивать вокруг собственных игр компании. Первый посвятят Rainbow Six, второй — Far Cry New Dawn, третий — Assassin's Creed, а четвертый — Tom Clancy's Ghost Recon. Почему только во втором сезоне указана конкретная игра, а не франшиза, и почему это конкретная игра New Dawn, Том не уточнил. Сперва в X-Defiant запустят предсезон. Тогда можно будет покачать боевой пропуск на 50 уровней. Платную версию Battle Pass'а будут продавать за $10. А что еще менее приятно, в этот пропуск спрячут винтовку MDR. Все по заветам Call of Duty. Еще из колды подрежут испытания мастерства и задания, за которые можно получить необычные камуфляжи для оружия. Один из лучших представителей ритм-шутеров станет еще круче. Metal Hellsinger отправляется в VR. Все ключевые особенности базовой игры останутся на месте и в новой версии. Пушки, систему перемещения и саундтрек трогать не собираются. В издание для виртуальной реальности попадут патчи с увеличенным уровнем сложности и испытаниями. Добавят ли DLC и моды, пока неизвестно. Вот боевая система немного изменится. Разрешат целиться в разные стороны, вручную перезаряжаться и разрубать демонов мечом собственными руками. Стрелять под бит можно будет, кстати, в 3 форматах: стоя, сидя или вообще с геймпадом.
Меня укачало уже во время просмотра трейлера, а в VR такое смогут пережить только очень сильные вестибулярным аппаратом. Если вы из таких, то ждите Metal Hellsinger VR когда-то в 2024 году в Steam, а еще на Quest и PSVR 2. Hellgate London, возможно, один из самых провальных лутер-шутеров в истории, получит продолжение. Сиквелом занимается студия Lunacy Games. Эту команду собрал Билл Роупер, один из ключевых создателей первой части. Лидер проекта пообещал сохранить ключевые черты серии Hellgate и даже собирается украсить их AAA качеством, пятым Unreal'ом, облачными серверами и другими современными терминами. Вообще, это не первая попытка воскресить Hellgate. Игру и перевыпускали в рамках бесплатной модели распространения, и делали дополнения, и виртуальную реальность засовывали. Успеха, однако, создатели не сыскали. Получится ли в этот раз? Создатели Star Wars Jedi Survivor поделились занятной инфой о своей игре на недавней конференции GDC. Коул Саэни и Шейн Пуалани Морин — сотрудники Respawn, которые занимались сценарной работой. По их словам, команда потратила много времени даже на, казалось бы, мелкие элементы игры. Например, в баре можно встретить собеседников, их всего 18. Но для этих персонажей команда настругала больше 5000 строк диалогов. Реплики посетителей зависят от состояния мира. Таких состояний предусмотрено 17 видов. Если у игрока висит невыполненная миссия, Грис может поинтересоваться, как продвигается задание. Ну или похвалить Кэла Кэстиса за успехи. Занятно, что 70% игроков, по словам создателей, продолжили прохождение джедая уже после завершения сюжетки. Многие остались еще на часы, но оно и понятно. В конце концов, игра не ограничивается основной историей. Можно доковырять побочки, изучить неисследованные участки мира, ну и посмотреть контент, который открывается уже после финальных титров. Enshrouded получила крупное обновление. В контентной добавке под названием Hollow Halls студия King Games навалила более крупных подземелий, новых врагов и пушек. Детали патчноута можете глянуть в заметке на сайте, но вот некоторые пункты из списка. Доступ к заданиям из обновы открывается в специальных квестах. Начать их можно через диалог с алхимиком. Добавлен верстак с дополнительными рецептами. Плотник Кейт, вау, начал изготавливать круглые двери и окна. А еще докрутили техническую часть. Теперь и FPS держится стабильнее, и обновы будущие будут весить поменьше. Enshrouded уже доступна на ПК, но в 25-м должна выйти и на Xbox Series в момент полноценного релиза. А еще обновилась No Man's Sky. Новый этап в развитии знаменитой игры от Hello Games назвали Orbital. Команда полностью переделала внешнюю архитектуру космических станций. Они стали заметно цветастее и детализированнее. Внутри баз стало проще ориентироваться, а генерация интерьеров добавила визуального разнообразия. В обновлении появилась возможность собрать свой космический кораблик буквально по кусочкам. Прокачали систему ценообразования у торговцев, интерфейс доработали, улучшили отражение и много чего еще. Эти прелести уже доступны на всех платформах. Blizzard представила нового героя для Овера. Девушка с прозвищем Бенчер является дамагером, и с помощью своего бура она может перемещаться под землей и резко выныривать из грунта, нанося урон. Еще этот гаджет можно использовать для дэшей в воздухе или для стрельбы зарядами энергии. Ульта Венчер создает сейсмическую волну, которая нехило дамажит врагов, что попали в конус атаки. Еще персонаж наносит увеличенный урон в ближнем бою и заряжает щит, применяя навыки. Ее добавят в Overwatch 2 16 апреля. С этой обновой в игру войдет и переработанная система монетизации. Если хотите почитать про обновы подробнее, это можно сделать на stopgame.ru. Там же вышли тексты о фанатских переводах Doom от Игоря Ерышева и новый выпуск рефанда про кучу очень достойных игр. Хорошего вам четверга и пока!